Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз. Личная жизнь до конца лета 2025. Что прояснится? Как изменится ваша жизнь? Давайте с вами узнаем, что вам будет помогать, что вас будет радовать. Вот разного рода такие вопросы, я думаю, по части прояснений. Явно у каждого из нас есть какие-то белые пятна, что мы хотим в чем-то разобраться. И, конечно, личная жизнь – это любовь, но это еще в целом отношения в социуме. Или это наши близкие, или тот круг людей, которых мы не отменим. Родственники, коллеги, соседи, то есть вот в таком ключе. Или, может быть, как ваши планы, ваши достижения, как ваше детище, да? Вот давайте с вами узнаем. Итак, что прояснится? Мы достанем на каждую позицию по 2 карты. Что для стрельцов летом прояснится? Какой вопрос? С чем он может быть связан? Что же вам будет помогать? Что вас будет радовать? Как проявит себя партнер по отношению к вам? Суждено ли новое знакомство? Самое разное. Или это любовная новая история? Сейчас узнаем. Или это новые люди, которые входят в вашу жизнь? Суждено ли новое знакомство? Состоится ли? Неожиданность или что может помешать? С другой стороны, помним, что возможности к нам приходят очень часто через неожиданность. И что не упустить, наверное, тут тоже важный момент. Достанем карту «Совет», откроем ее в самом конце. Что же тут у вас прояснится? Думаете, это точно. По 4 мечей мысли в порядок мы приводим. И, кстати, складываем оружие. Уже есть какая-то ситуация, сколько ты ее не тормоши или себя не тормоши. Вряд ли тут может быть что-то либо продолжено, либо мы можем получить тот эквивалент или эффект в конечном итоге, который нас бы устроил. Тут есть какая-то тема, которую именно нужно обдумать. Но я могу еще также сказать, если мы про личную жизнь, какая-то пауза в отношениях будет проясняться, и нам карта не говорит. Или к вам буквально приходит человек, и состоится разговор, или вы сами что-то инициируете. Начинается все с мыслей, а стоит ли что-то продолжать? Вот я вижу так. И, скорее всего, по некоторым, может быть, отношениям вы пришли к выводу, что да нет, скорее всего, не получится выстроить какой-то диалог или диалог в том ключе, как вам бы этого хотелось. Может быть, и приходится найти Соломоново решение, принять какой-то нейтралитет. Не совсем простая обстановка по этой карте. Давайте откроем вторую. Ситуация выбора. Все то, что я сказала. Аркан влюбленная приглашает нас увидеть самих себя, как в каком-то другом зеркале, или оценить ваши отношения, взаимоотношения, может быть, с людьми, пусть это будут даже коллеги, или какие-то рабочие вопросы, или ваша личная история, но вот все неоднозначно. У кого-то это будет говорить о том, что если вы сейчас один или одна, то тогда вот эту паузу пора завершить. Да, где-то мы выбираем. Мы выбираем, как мы будем договариваться, как мы будем знакомиться, как мы будем, в принципе, выстраивать отношения. Где-то аркан влюбленный об этом тоже. Но самое главное, наверное, выбор есть. Есть из чего выбирать. Но чего же хотите вы? Здесь именно заглянуть в тайные уголки своей души, своего сердца. Принимать, что и человек, он не обязательно должен быть полностью как оправдывать наши желания или соглашаться с нами по некоторым вопросам. Может быть, у кого-то из вас описывают ситуацию, когда вы поссорились, потому что нашла коса на камень. И мы приходим в этот мир не для того, чтобы кого-то подстраивать под себя или перевоспитывать, а правильно оценить, мы хотим быть с этим человеком или нет. И второй вопрос, а хочет ли человек быть с нами? Любой диалог мы можем выстроить только тогда, когда есть обоюдное желание. Или есть, вот мы говорим, контакт, правда? Если нет контакта, а мы все время чего-то ждем, тогда, скорее всего,
Вот это ожидание должно быть закончено. Вот есть явно смысл, как будто было два варианта, и пусть у кого-то это банально, продолжать ожидание или продолжать настаивать на своем, или рассматривать уже какой-то альтернативный вариант переговоров, контактов, или вообще начинать, если это будет говорить нам карта о том, что мы-то ждем, но человек не придет, может быть, ожидание это затянулось, так насколько мы еще готовы дальше бездействовать? Вот, видимо, есть какие-то очень важные вопросы, которые касаются лично вас. Причем, мои дорогие стрельцы, это то, о чем вы никому не говорите. Это то, что находится на грани между тем, чего вы бы желали, или как вы бы желали видеть ваши отношения и какой-то реальностью. И насколько вы сумеете оценить для себя перспективность этих отношений или желание ваше, например, к какому-то покою, уединению. И с другой стороны, насколько готовы вы взять ответственность, может быть, за какого-то конкретного человека. Тут ведь и так может быть. Вот серьезный выбор у вас стоит. И решаете вы сами. Проясняете как будто все вопросы, или точнее ответы на вопросы в глубине вас самих. Что вам будет помогать? Девятка пентаклей такая, знаете, земная, с одной стороны, карта реалиста. Это денежная карта. Это принять ту реальность, которая присутствует в вашей жизни на сегодняшний момент. Исключить эмоции, в первую очередь, нам предлагает эта карта, и нам это помогает. Это нам помогает, кстати, и на работе. Ну, буквально, может быть, договориться с руководителем, если был какой-то конфликт. Или словно отношения вот такие на ножах, да? И каждый ожидает, что противоположная сторона сделает первый шаг. Здесь, видимо, если мы оценяем или оцениваем, и, видимо, есть в вашей жизни, мои дорогие стрельцы, есть то, что терять-то вот не хочется. И значит, есть то, в чем мы можем договориться. Несмотря на то, что девятка пентаклей, она безэмоциональная карта, но она теплая, земная, она реальная. Да, еще и денежная. Поэтому от ваших правильных решений, от ваших правильных диалогов будет зависеть буквально, может быть, даже ваш доход. Или для того, насколько вы контактны, насколько вы можете рассматривать противоположную точку зрения, потому что эмоции здесь, они нам точно не помогают. Вот есть на злобу дня какая-то реальность, которая сделать может нашу жизнь вот кардинально лучше. Деньги – один из способов взаимодействия с миром. Я часто об этом говорю. Это значит возможности. Это, мои дорогие, это где-то свобода. И если мы через эмоции даже свои переступаем, но проводим какие-то правильные диалоги, и не потому, что мы согласились на 100% с какой-то противоположной стороной. Почему я в ключе какой-то конфронтации говорю? Почему? Потому что тут есть явно какой-то перекос, сложные решения, которые нужно принять. Или то, с чем не соглашается наша душа. Берем же мы паузу почему-то. Или человек взял почему-то паузу. То есть отношения явно дошли до какого-то кульминационного момента. Я не беру тех, у которых действительно в данный период времени отношений как таковых нет. Или человека, мои дорогие, по разным причинам, может быть, это и связано силой непреодолимых событий, в которые оказался данный человек. То есть его нет. Тут все равно какая-то пауза должна закончиться. Но тогда, если мы переходим вот на эту девятку пентаклей, ведь, по сути дела, это карта свободного человека. И человека ресурсного. Самое время подумать о самом себе. Время правильных решений, причем реальных. Более чем реальных. Потому что следом нужно делать выбор, опять же. Двойка жезлов. Это мы сейчас, на данный период времени, словно ходим между вот этими жезлами. А нам уже говорят, ну, чуть-чуть дальше надо идти. Ты застрял, и тебя ведь ничего не ограничивает. Просто ты отложил какой-то выбор на потом. Давайте посмотрим, как партнер будет откликаться по отношению к вам. То есть, если есть какой-то диалог, мои дорогие, то явно вы можете договориться. Королева пентаклей
Это та, которая очень даже склонна к дипломатии или к какому-то контакту. Может быть, это у кого-то, опять же, пентаклевые земные карты и королева пентаклей земная женщина. Может быть, в вашем есть окружении такой человек, хотя мы не привязываемся к зодиаку, но тем не менее у кого-то это может быть человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент. Я, конечно, должна сказать, что королева Пентаклей, она немного сама у себя на уме. Но я могу назвать этих людей достаточно стабильными. Есть какой-то человек, по крайней мере, если вы проведете какие-то правильные диалоги, то вполне вероятно какое-то сотрудничество вы можете простроить. Тут королева Пентаклей надеется сама на себя. Может быть, и ваш партнер или тот человек, с которым у вас сейчас происходят отношения, или это, пусть это касается семейных, для семейных, кстати, идеальная карта, очень часто она и говорит о супругах о наших или о той паре, когда есть определенное доверие и в то же время есть и свои какие-то планы. Королева Пентаклей из любого хаоса умеет создать порядок, но также она умеет сказку сделать былью. Поэтому это самореализация идет по этой карте. И человек, если он поставил перед собой какие-то задачи, мои дорогие стрельцы, тут не ожидайте того, что он оставит какие-то свои предпочтения, или он оставит вот эти самые планы, свое продвижение на потом, а вас поставит на первое место. Вот этого не произойдет. Но человек, опять же, реалист. И вам же тоже где-то предлагают быть в этих же энергиях, по сути дела, как-то так. Вторая карта. Если вот тому, что я перечислила, партнер ваш откликается, то есть есть вот такие надежные качества, или у человека есть, допустим, желание построить карьеру, ну, как-то расширить, может быть, и бизнес, если таковой имеется, или банально изучить новое ремесло, новое творчество. Человек может обучаться каким-то новым технологиям, потому что очень хорошо обучаема королева Пентаклей. Она деньги зарабатывает в первую очередь, и она не упустит любую возможность. Рядом колесо фортуны. Вот здесь как раз какой-то прорыв у такого человека, у вашего партнера может быть. И это прорыв где-то либо по карьере, либо, может быть, и все же колесо фортуны сложно трактовать, потому что тут любые неожиданности, но вообще это карта успеха. Поэтому человек идет тоже к успеху. Этот человек может олицетворять надежные взаимоотношения с вами, но это не полное погружение в ваши отношения, как я уже это сказала, а тогда будьте готовы, он переключится в какой-то момент на те вопросы, которые будут для него более злободневны. А если мы рассматриваем вашу пару, я бы сказала, по колесу фортуны есть возможность примириться. Но, повторюсь, для примирения должно быть желание обоюдное, а не так, что мы сидим и ждем. Ну вот, может быть, с этого и начинается у нас наш расклад. Правильно оценить свою позицию. Есть смысл чего-то ждать или нет. Есть смысл проводить дальше какой-то диалог или нет. Будьте реалистами. Будет ли новое знакомство? Давайте с вами узнаем. По пятерке мечей мы можем находиться еще мысленно в каких-то прежних конфликтах. Может быть, и прежний конфликт у вас не закончен, и словно точка не поставлена в отношениях, и пока вы не определитесь, словно даже в вашей ментальности место занято. Как может войти какой-то новый человек, если вы постоянно думаете о ком-то из прежней жизни, из прежней истории, или пусть это конфликт, или какая-то несправедливость, мои дорогие стрельцы, в отношении вас. И тут сколько ты себя не мучай, мы ведь ничего не изменим. По пятерке мечей ее называют первая победа. Здесь могла быть та ситуация, когда двое разошлись, причем не прогнулся ни один, ни второй, каждый остался при своем мнении, но мы словно
ну так, надулись друг на друга, да, вот есть такое выражение «надуться, как мышь на крупу». Но иногда бывает и так, из-за какой-то мелочи, но иногда принципиальные какие-то вопросы, которые, ну, никак в ваше понимание не вписываются. Поэтому вам для того, чтобы идти вперед в отношения, нужно конкретно для себя разобраться с нынешней историей. Подумайте, куда идут ваши мысли? Или где кружатся ваши мысли, мои дорогие стрельцы? Потому что какая-то прежняя, явно минусовая ситуация вас просто держит в застенках, в кандалах, не дает возможности идти вперед. А тем не менее, возможности как раз есть, и их даже много. Тройка кубков говорит, что тут вообще можно сменить, словно ближайшее окружение, расширить горизонты общения, возможности, может быть, и отправиться куда-то по тройке кубков, впустить в свою жизнь вообще новое дыхание или новых людей. Да, какой-то прежний минусовый опыт вам будет даже помогать, вы не найдете еще раз какие-то грабли, если у вас была какая-то деструктивно разрушающая история. Или вот это длительное ожидание, словно качели, не сказал мне ни да, ни нет, и я все сижу, чего-то жду. Или когда жалко терять. Ну, если это не продолжается, так стало быть, это уже потеряно, в моем, по крайней мере, понимании. Оцените обстановку в реальности, мои дорогие. Будьте реалистами, вам это помогает. Давайте узнаем неожиданности. Но вот пока, наверное, мы сидим и думаем, или ждем кого-то, тем временем у вас может быть победа. Победа, кстати, у кого-то может быть даже как новое знакомство или какие-то новые люди, или в вашей семье, мои дорогие, в вашей паре, как создать семейный бизнес, или какие-то, может быть, поставить перед собой новые интересы именно вашей пары, которые вас будут объединять. Когда вы будете не просто муж и жена, а вы будете партнеры, вы будете друзья. И это очень объединяет на самом деле. Поэтому вот эта победа, может быть, это та победа, которая у вас где-то карты нам говорят по части финансов. Вот вам помогает вот такая стратегия, тактика реалиста. И когда мы уходим или наоборот, вот этот конфликт мы просто сводим к нулю, мы понимаем, что ну, это дорога в никуда. И если человек никаким образом не откликается в наш адрес, значит, все равно мы идем дальше. Просто мы делаем выводы и уже предпринимаем какие-то дальнейшие действия. Тут самое главное, начинается все то или начинается с того, что мы перестаем ждать. Вот как-то так. И тут и победа, тут и деньги, тут и возможности в плане общения, и, может быть, даже больше найти взаимопонимание. Вам словно пространство, Вселенная помогает сейчас выстроить более надежные отношения. Неожиданности или что вы не должны упустить, ну правда? Здесь могут быть какие-то и новые контакты, новые связи. У кого-то это могут быть контакты, когда вы познакомитесь с человеком, решая вопросы, может быть, отчасти по недвижимости. Все-таки мы можем свести вопросы недвижимости, имущества, каких-то важных согласований в конечном итоге к финансам, потому что это все деньги, да, где-то. Или пусть это вопросы вашей занятости, работы. Вместе с этими энергиями, денежными или какими-то более активными, даже если мы берем учреждения какие-то, куда вы отправляетесь, или обучение. Больше людей в вашу жизнь входит. К этому будьте внимательны. Это тоже своеобразный для вас шанс. Но, наверное, самое главное выйти словно из какой-то паузы. И чтобы подвести итог, я должна сказать, на отношения могут быть и новые люди. Причем, которые стоят на разных ступенях иерархии, мои дорогие стрельцы. Но для вас это будет победа. Я тут вижу, что даже если своеобразная победа приходит, а у нас расклад на личную жизнь, здесь может, как будто, знаете, в один единый узор складываться и деньги, и ваше продвижение, ваши какие-то возможности на дальний период, более далекий период, но и еще через какие-то ваши новые начинания. И здесь вообще качество жизни у вас меняется, ведь по сути так. И если мы сказали, что деньги – один из способов взаимодействия с миром, поэтому для вас открываются новые перспективы. Давайте откроем карту «Совет».
Но вот с чего началось, тем и заканчивается. Восьмерка мечей. Карта искаженного восприятия. Я даже не буду повторять. Я думаю, вы сами видите, даже не зная карт, какие советы нам дают карты. Мы должны выйти вот из того, что нам кажется. У девушки завязаны глаза, и поэтому она неправильно оценивает обстановку. Вот у нас словно глаза закрыты, и для начала эти глаза нужно открыть. И где-то завершить вот эту паузу. Тут ведь тоже человек лежит, да. Он прилег, как бы сложил оружие, уже не спорит, он просто ментально сам с собой беседует. И причем это холодная голова, это не про эмоции. Может быть, это принятие того, что да, я и хотел бы что-то совершить, или я хотела бы чего-то добиться прежде. Но вот сейчас все случилось, что уже случилось. Мне нужно идти дальше. Тут хватит анализировать прежнюю ситуацию. Здесь нужно сделать выводы и идти дальше, мои дорогие. Или открыть глаза на какую-то реальность. И вы понимаете, тут нет ведь для вас преград, мои дорогие стрельцы. Вы словно сами себя обособляете. Или сами себя как в какое-то уединение. Может быть, вы со мной кто-то и не согласен и скажет, что да, я веду активный образ жизни. Это может так казаться. А думаете-то вы где-то, нам карта пятерка мечей, вы еще во власти каких-то прежних историй, конфликтов, или то, что не срослось, не получилось, или завершилось, а тем не менее, на кону уже праздник. Поэтому будьте реалистами, мои дорогие, но все-таки как бы не было нам больно, жалко с чем-то прощаться, но мы сами себя организовать должны на новые свершения, тем более, что и добрые перемены, и сама по себе победа, ну где-то и финансовый успех, ведь он у вас на пороге. Поэтому вот из этой развилки нужно явно уже не топтаться между этими двумя жезлами, а пойти дальше. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. Я благодарна вам за ваши комментарии, за поддержку моего канала. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.